I see genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня поговорим о планарных наушниках от компании Kiwi Ears. Модель называется Melody, а их стоимость составляет $89. И приходят они в очень небольшой коробке с довольно приятным оформлением. На лицевой части здесь изображены сами наушники. Имеется логотип компании и название модели. Ну а тут сбоку указаны технические характеристики наушников. За звук здесь отвечает 12-мм планарный драйвер, а чувствительность наушников составляет 102 дБ. Ну и они получили 18 Ом импеданс. И сразу скажу, что на раскачку они не сильно тяжелые. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. И здесь нас сразу первым делом встречают наушники, аккуратно тут зафиксированные. И выглядят они очень так брутально и строго. Корпус у них выполнен чисто в черном цвете, а лицевая панель выполнена из металла. И имеет большой логотип Kiwi Ears на обоих наушниках. Но также радует, что здесь установлен надежный разъем 2 пин, идущий ровно вровень с корпусом. Рядом с ним, кстати, находится первое акустическое отверстие, а второе находится на внутренней части корпуса, рядом с этим соплом, под которым находится сеточка. И у него, как вы видите, есть вот такой вот выступ, для того, чтобы амбушюры здесь держались очень крепко и надежно. И, кстати, внутренняя часть корпуса тут уже изготовлена из матового пластика. Ну а еще здесь в комплекте имеется набор из двух типов амбушюр. Одни более черные и широкие насадки, а другие серые, более плотные и узкие насадки. Я рекомендую использовать именно их, но можно поставить другие. Например, мне очень понравилось использовать эти наушники с амбушюрами Divinius. Ну и, конечно, в комплекте здесь есть довольно хороший медный 4-жильный кабель. Вот так он выглядит. Он получил коннекторы 2 пин для подключения к наушникам. Есть хорошие сформированные заушины вот здесь с фиксацией. И у него установлен штекер 3.5 джек. Да, это не балансный, но в целом тоже пойдет. Хотя было бы лучше, конечно, если бы Kiwi Ears начали уже класть кабели с балансным коннектором. Кабель в целом довольно хороший, особо не путается, поэтому использовать его можно без проблем. Ну а теперь, друзья, давайте поговорим о самом главном, а именно звучание этих наушников Kiwi Ears Melody. Вот так выглядит их графика чиха, и сразу, думаю, заметно, что здесь сделан основной упор на низкие частоты. Прямо такой очень хороший и очень заметный акцент есть на мидбасе, поэтому басхеды и любители панча точно будут довольны. Да и заход на средние частоты здесь выполнен довольно аккуратно, как и переход к области верхней середины, которая идет ровно по моему таргету. То есть ее тут ровно столько, сколько нужно, чтобы она не звучала ярко и утомительно, по крайней мере для меня. Но на высоких частотах тут вообще полный порядок. Нам прям совсем немного подчеркнули тарелочки и добавили воздуха на самых краях диапазона. На низких частотах наушники демонстрируют очень точный, мощный подъем такого раскатистого баса с явным акцентом на мидбасе, который имеет отличный, уже как по мне, басхедный вес и объем. И на удивление от этого контроль никуда не потерялся. Да, он немного заходит на средние частоты, но это не столь заметно, как могло быть. Особенно если вы посмотрите на другие басхедные наушники по типу 7 Гц Legato. Думаю, постоянные зрители моего канала еще помнят их. А кто-то наверняка даже использует их по сей день. Да и с басом, друзья, здесь полный порядок. Глубина отличная, и сабвуферный эффект тоже есть, и причем очень даже ощутимый. И даже, на мой взгляд, наушники нисколько не уступают динамическим излучателям.
Тут же все-таки планар используется, да и стоит сказать, что из плюсов планарного излучателя здесь есть явно выраженная, очень подчеркнутая атака и та самая прозрачная текстура, которой порой не хватает в динамических наушниках, поэтому бас здесь не звучит монотонно. Ну а средние частоты в этих наушниках сразу заметно с первого прослушивания, что подаются как очень прозрачные, насыщенные и энергичные, с кучей подчеркнутых атак у инструментов и переходных процессов у драм-партии. Вокал же здесь передается очень приятно, с хорошим весом и наполнением пространства. И не звучит он как-то закрыто или глухо. Наоборот же, общая подача этого диапазона очень ясная и чистая, и без сибилянтов даже на женском вокале. Из последних планарных наушников, что я слушал, я бы эти определенно поставил вперед всего остального, ибо здесь есть вот та самая задорная и веселая передача музыки. То есть тем, кому надоели нейтральные спокойные подачи, и вы, например, хотите получать больше тех самых недостающих эмоций при прослушивании, то эти наушники определенно будут вашим выбором. Ох, ребята, но высокие частоты здесь просто мое почтение. Нереально продолжительные, с очень длительными послезвучиями и затуханиями от реверберации. Порой такого я даже в топ-гибридах не встречал. А здесь наушники стоимостью $89. И конечно, так как это планарные наушники, здесь есть и отличная явная техничность, и имеется хороший уклон в аналитику. И присутствует очень большое количество воздуха в этом диапазоне для лучшего разделения тарелок и перкуссии. И вообще, тарелки здесь передаются супер детально, это вот сразу заметно. Что меня больше удивило, это то, что даже слышна буквально структура тарелки. Ее буквально можно разобрать на части. Да и, конечно, стоит сказать, что наушники отлично подойдут для тяжелых и скоростных жанров, требующих хорошей и, главное, подчеркнутой атаки и совсем небольшого, но приятного на слух подчеркивания тарелок без сибилянтов. Ну а что касаемо сцены и стереопанорамы, то в Kiwi Ears Melody здесь вообще все в полном порядке. Сама сцена достаточно широкая, имеет отличный уклон в глубину, то есть пространство и инструменты не ощущаются плоскими. А наоборот же имеет хороший вес и объем, и все образы рисуются очень подробно и раздельно друг от друга. Поэтому с разделением планов здесь полный порядок. А вывод по данной модели наушников у меня получился такой. В Kiwi Ears Melody получились отличными планарными наушниками с эмоциональной и до безумия очень энергичной сверхдетальной подачей, дарящей только настоящие положительные эмоции. Подойдут они как басхедам, так и для любителей техничного и атакующего звучания, что особенно важно для тяжелых жанров, так и для тех, кто просто хочет разобрать буквально музыку на части, потому что аналитика здесь находится на очень высоком уровне. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.